Я вот думал недавно по поводу того, что такое норма, что такое хорошо и что такое плохо, и вообще, кто это устанавливает в обществе. Ну, то есть, кто решает, например, в какой одежде ходить прилично, а в какой неприлично, и вообще, где эта грань вот этой вот самой приличности. Например, почему можно в шортах и в топике гулять по улицам спокойно, а в нижнем белье, скажем, нельзя, хотя по длине и размерам они абсолютно одинаковые. Вот кто решает, что такое нормально, а что такое ненормально? Давайте проведем эксперимент. Я предлагаю проверить, насколько наши внутренние весы понимания нормы не нарушены. Давайте пойдем в зоопарк. Чё, Шай, лень? Не заметили ничего странного? Звуки. Они не совпадают с теми, какие обычно издают эти животные. Это не те звуки, которые мы привыкли слышать. Мы знаем, что барашка издает определенный звук, а корова другой. И это мы считаем за норму. Если миллион овец говорят «бэ», а одна говорит «му», мы знаем, что эта овца ненормальна. Она нестандартна. Мы понимаем, что эта овца всего лишь отклонение от общей массы. А знаете, друзья мои, что будет, если мы назовем овцу, которая мычит как корова, нормальной? Мы с вами уничтожим понятие нормальности. Мы сотрем границы нормального, и будет полная неразбериха. Вот что. Более того, если мы будем говорить молодым барашкам, что мычать как корова – это нормально, и даже более того, хорошо, вы знаете, что произойдет? Эти барашки тоже захотят говорить «му», и тогда мы испортим все стадо, и даже их естественную природу. Вы не понимаете, к чему я клоню? Давайте проведем аналогию с людьми, и вам все станет максимально ясно. Сегодня мы живем в эпоху, когда нас заставляют называть ненормальных людей нормальными. То есть мы должны называть больного человека здоровым. Мы должны говорить, что патология, отклонение от нормы – это на самом деле никакое не отклонение, а самое, что ни на есть, норма. Это же идиотизм, правда, и все это прекрасно понимают, но не тут-то было. Нас хотят заставить признать больных людей нормальными. Нам навязывают нормальность гомосексуализма, нормальность трансгендерности, лесбийства и вообще всевозможных других отклонений в людях. А если кто-то, друзья мои, не подчиняется этому идиотизму и хочет называть вещи своими именами, его выгонят из либеральных кругов, его назовут диким, ханжой, отсталым и даже несовременным. Вот поэтому, друзья мои, у меня возникает в голове вопрос, кто вообще устанавливает границы этой самой нормы? То есть, кто решает, что хорошо, а что плохо, как у Маяковского? Кто решает? Государство, может общество, может президенты, может какие-нибудь мудрецы. Вы когда-нибудь думали об этом? Лично я, кто бы что бы ни говорил, хоть убейте. Я вот реально не могу понять, как нормальный русский мужик, да вообще любой адекватный человек может считать нормой однополые браки, мужеложество, трансгендерность, как? Вот моя неиспорченная естественная природа отвергает это на корню. Помните, как у Толстого в Анне Карениной? И я не помню, какой там герой говорил, что все эти березки понатыкали, чтобы было похоже на лес, который сам вырос в Европе. Но я не могу от души поливать или верить в эти березки. Вот точно так же и у меня, друзья мои. Я не могу любить или принять за норму то, что я понимаю, что нормально. Я не могу принять или относиться нормально к их парадам в омерзительных одеждах по центру города. Или даже просто относиться к этому лояльно. Я это не принимаю, я это не понимаю. Я это отвергаю всем своим здоровым естеством. Да что там говорить, в их школах детям преподают уроки половых отношений, вы понимаете? И втирают им нормальность однополости, трансгендерности, изменения пола и всевозможных отклонений. Ну скажите мне, какой здравомыслящий человек согласится учить своих детей такому? Вот вы лично хотели бы, чтобы ваш сын, ваш наследник, мужчина в вашем доме привел бы домой другого полумужчину, полу кого-то? Или, скажем, ваша дочурка, вот ваша маленькая принцесса, чтобы она в один день привела домой девушку и объявила ее своим женомужем. Вы бы хотели себе такое? Или чтобы ваше дитя захотело изменить свой пол, потому что какая-то там звезда там тоже изменила. Вы хотите этого? Друзья мои, им и в голову не пришло бы такое, если бы им с утра до вечера не втирали бы по телевизору нормальности этого, или даже крутости этого, понимаете?
Если бы этих больных людей с утра до вечера не показывали бы по телевизору, не делали бы их ведущими программ, героями всевозможных ток-шоу, если бы не снимали бы про них фильмы, про то, как же им все-таки тяжело оказывается в этом злом, несправедливом мире нормальных людей, и какие же они все-таки молодцы, оказывается, что терпят все это. И даже более того, они, оказываются, все такие талантливые, что достигают всевозможных высот на всех поприщах. Поверьте, если бы весь этот бред не показывали бы, никто бы не захотел быть похожими на них. Если бы вещи назывались своими именами, никто бы даже близко не подошел бы к этому. Западное общество, друзья мои, потихоньку реально уже сходит с ума. Мужчины женятся на мужчинах, люди меняют свой пол, они объединяются во всевозможные сообщества, они отвратительнейшим образом одеваются, никого и ничего не стесняются, а даже наоборот, они специально, навязчиво прям показывают всем вокруг свое аморальное, отвратительное поведение. Не надо их путать, пожалуйста, с тихо сидящими где-то там в углу, болеющими, страдающими от несправедливости и обиженными, как показывают в фильмах. Нет. Это жесткие пропагандисты, которые лоббируют свой омерзительный образ жизни и пытаются внедрить его в массы. А нас с вами заставляют считать их нормальными, потому что где-то там на Западе так решили. Но учитывая то, что мы все-таки стремимся на Запад, поэтому, друзья мои, как говорится, давайте сходить с ума вместе с нами. Вы можете называть меня непрогрессивным, ханжой, отсталым, консервативным. Пожалуйста, это ваше дело. Но у меня простой вопрос. Что если завтра они решат, что педофилия – это тоже норма? Вы с этим согласитесь? Не говорите, что такого не будет. Недавно и про однополые браки говорили то же самое, а что-то говорили, что такое невозможно, а сегодня это уже у них норма. Так что вы сделаете в таком случае? Что вы сделаете, если они скажут, что педофилия – это круто? Что если завтра выйдут 1000, 2000, 10 тысяч, 100 тысяч человек на улице, и они начнут орать, кричать и визжать о том, что они хотят браки с детьми, хотят признания их нормальными, так как их много, они хотят, чтобы их признавали. Что вы тогда сделаете? Вы будете считать это нормой? Ладно, давайте по-другому. Что если послезавтра решат, что инцесты – это тоже норма? Вы с этим согласитесь? Вот только честно. Друзья мои, можете расслабиться. Там уже зоофилия норма. Они уже все переплюнули. Там сейчас людей женят с животными. Вы можете такое вообще представить? Людей женят с животными. На Западе уже норма жить, например, несколько семей вместе. Они называют это коммунными. И они устраивают там, просто не представляете, отвратительнейшие вечера. И все эти мерзости они совершают на глазах друг у друга. Даже их маленькие дети видят все это. И знаете, как они называют весь этот ужас? Свободой. Свободой от предубеждений, свободой от ветхости, свободой от религии, свободой от ограничений, современностью, цивилизованностью и даже, более того, самым великим словом либеральностью. А знаете, в чем вся проблема? Почему они делают такие омерзительные вещи и даже реально не догоняют масштаб этого ужаса? Это всего лишь вопрос подчинения, друзья мои. Я вам сейчас объясню, и вы сейчас все прекрасно поймете. Природа человеческой души такова, что она хочет полной свободы действий. То есть она хочет грешить, она хочет наслаждаться, она хочет творить мерзость, разврат и, как говорится, все, что душе угодно. А что ей для этого нужно? А для этого, друзья мои, ей нужна такая среда, которая позволит делать ей абсолютно все, что хочется. То есть душе нужна система, в которой отсутствуют какие-либо запреты и ограничения. То есть нужна система, которая оправдала бы все низости души. И поэтому, друзья мои, именно поэтому неудивительно, что современное, так называемое либеральное общество, которое полностью подчинило себя своим страстям, своей душе и удовлетворению своих низменных потребностей, такое общество, конечно же, не захочет никаких морально-нравственных ограничений, а уж тем более какой-либо религиозной и государственной системы, которая будет запрещать ей мерзости. Все дело в том, что в такой среде она просто не сможет ни грешить, ни отрываться по полной. Теперь вы понимаете, почему они хотят свободы. Ужасно то, что люди реально не понимают, что полное отсутствие ограничений – это на самом деле, друзья мои, не свобода, а наоборот, самое худшее рабство. Такой человек, он раб своих страстей, он раб своего животного начала. Это дно, друзья мои, дальше которого уже просто некуда. Если мы будем идти на поводу своих желаний, ни в чем не ограничивая себя и делать абсолютно все, что захочет наша душа и тело,
мы, друзья мои, придем с вами к состоянию зверей. Я не помню, в каком произведении Достоевский говорил, что человек, не сдержанный внутренней нормой, внутренним законом, это просто животное. Так вот, друзья мои, он был абсолютно прав. Так что люди вокруг нас могут говорить и хотеть, и визжать, и обо всем, о чем угодно. Норма, как вы уже поняли, не может устанавливаться людьми или их желаниями. Если нам, людям, дать волю, мы с вами будем жить как животные. Поэтому, друзья мои, Господь отправлял пророков и посланников, чтобы они установили в обществе такие нормы и правила, которые привели бы нас к всеобщему благоденствию и порядку. И самое главное, которые сдержали бы наши дурные наклонности. Только Бог один знает, что хорошо, а что плохо для Его творения, и какие законы нам нужны. Если не верите, давайте просто сравним. Знаете, как говорится, все познается в сравнении. Вот простые примеры того, что происходит с обществом, с людьми, когда они выбирают законы, придуманные людьми, а не Господом Богом. Например, Бог говорит, проценты, ростовщичество, кредиты там, я не знаю, все это запрещено, нельзя. А человек говорит, ну почему же нельзя? Зато я могу купить себе холодильник и платить по частям. Я могу купить себе машину, квартиру и так далее. Так что все окей. Я считаю, что можно брать кредиты. Что мы получаем в итоге, друзья мои? А в итоге сегодня все человечество находится в кредитном рабстве. В итоге 1% людей, друзья мои, владеют 95% всех богатств в мире. В итоге миллиарды людей на грани нищеты, миллионы людей умирают с голоду, вешаются. Всю жизнь муж и жена вкалывают как проклятые со страхом не оплатить эту каббалическую ипотеку. Выплачивают они, выплачивают их дети, всю жизнь работают на обогащение этих банкиров. А ведь Бог просто сказал, нельзя, просто запретил, а мы решили, что можно. Вот вам и, пожалуйста, вся жизнь, проведенная в рабстве. Окей, давайте пожестче. Вот вам пример. Бог говорит, вору отсечь руку. Да, прямо отрубить кисть, в прямом смысле этого слова. А что мы говорим? Мы говорим, но это не гуманно. Пусть посидит в тюрьме и будет с него. А что в итоге, друзья мои? А сами знаете что? Коррупция, воровство, казнократство, взяточничество абсолютно на всех уровнях власти. Я сейчас говорю не про каждого и не про всех, понятное дело, но большинство, депутаты, президенты, замы, мэры, губернаторы, начальники всевозможных учреждений, даже директора школ, их жены, любовники и любовницы. Они просто живут, друзья мои, в дворцах на Рублевке, во всяких закрытых коттеджных поселках. Они копят триллионы в своих швейцарских банках, в то время как народ просто весь тонет в долгах. Многодетные матери не знают, на что купить памперсы и еду своим детям. Бабули еле-еле концы с концами сводят и живут как бомжи. А в бюджете, оказывается, нету денег. Если бы людям, друзья мои, объявили по телевизору, что за воровство будет отрублена рука, вот честно, вы думаете, хоть кто-нибудь рискнул бы хоть что-то украсть? Вот всего лишь одно показное отрубание руки по телевизору за воровство. Одно всего лишь показное отрубание. Вся проблема была бы решена у целой страны. Но нет, мы ведь лучше знаем с вами, правда? Смешно то, что в странах с таким видом наказания за воровство, то есть за отрубание руки, за все это время было отрублено рук по пальцам пересчитать. То есть сотни миллионов людей в стране живут, понимаете? А рук отрублено раз-два. И нету ни коррупции в стране, ни воровства. А в так называемых светских странах с гуманными законами все ровно наоборот. Тюрьмы переполнены. Люди не исправляются, наоборот, еще повторно садятся за новое воровство. Бюджет страны трещит по швам от содержания этих учреждений. Общество само по себе разлагается. Люди ведут себя как разбойники и шакалы при виде легкой добычи. И это, друзья мои, лишь малая часть последствий. Вы скажите мне, вот, разве это, по-вашему, гуманно? А не гуманнее было бы, скажем, наказать одного человека и спасти всех остальных? Как вы думаете? Окей, давайте еще пример. Самый такой неприятный для светских особ. Господь говорит, 1, 2, 3, максимум 4 жены. Что мы отвечаем? А мы отвечаем с вами, что это дико. Разве в современном цивилизованном обществе возможно такое? 1 жена и все. У нас ведь феминизм, у нас ведь эмансипация и все такое. Что мы имеем в итоге, друзья мои? Какие последствия? А в итоге, друзья мои, практически у каждого по 2-3 любовницы.
плюс еще курортные романы в командировках, плюс еще девочки в банях, плюс еще какая-нибудь девушка в офисе на работе, плюс еще случайные знакомства в клубах и так далее. За всю жизнь, друзья мои, у этих противников многоженства количество жен-любовниц и жен на ночь достигает в среднем до 100. И все об этом прекрасно знают. Разве это не так? Окей, а что насчет мусульман? Что насчет этих самых мусульман-многоженцев? Друзья мои, процент тех, у кого больше одной жены в мусульманских странах, в мусульманской среде, не превышает даже одной десятитысячной. Вы понимаете, что я говорю? Я сам лично за всю свою жизнь, будучи мусульманином, встретил 2-3 человек максимум, у кого было более одной жены. Вообще, слышите, что это за цифра вообще? 2-3. А все дело в том, что жена в исламе, друзья мои, это не любовница и не девочка на ночь, а это полноценная жена, вы понимаете? Это полноценная жена, которую ты обеспечиваешь, за которой ты ухаживаешь, о которой ты заботишься, от которой ты имеешь детей, наследников. Ты ее обеспечиваешь, ты ее обеспечиваешь отдельным жильем, и к первой, ко второй относишься одинаково и максимально справедливо. Ты должен тратить средства в одинаковых пропорциях. А самое главное, это огромнейшая ответственность перед Богом. Поэтому, друзья мои, практически никто из мусульман не берет себе вторую жену. Хотя это разрешено. И это сдерживает на самом деле людей от разврата. Знаете, как говорят, сладок только тот плод, который запретен. А когда можно, человек дважды подумает перед тем, как брать на себя такую огромную ответственность за вторую жену. Хорошо, вот вам другой пример. Война. Война. Миллионы женщин остались без мужей, с детьми на руках, без обеспечения, без опеки, без защиты. Скажите, пожалуйста, что им делать? Вы предлагаете им стать любовницами? Или вы хотите, чтобы они стали ночными бабочками? Вот скажите мне, как им сидеть с детьми, воспитывать их, заниматься бытом, и при этом находить им еду, одежду, обеспечивать их медициной там, и так далее? Вот скажите мне, как им это делать без мужчин? Государство им ничем не помогает. Вы им как бы тоже не поможете. Вот скажите, что им делать? Ладно, окей. Другой вопрос. Давайте честно. Много ли вы встречали мусульман-многоженцев? Вот лично вы. Я не говорю про фильмы. Я говорю в реальном мире. Много ли вы знаете любовников и любовниц у мусульман? Много ли у них детских домов? Друзья мои, это только вершина айсберга. А знаете, какие последствия в тех странах, где люди решили отказаться от многоженства? Я вам сейчас расскажу. Любовники имеют других любовниц, а эти любовницы имеют других любовников. Что в итоге? В итоге это порождает венерические болезни, СПИДы, ВИЧ, гепатиты, сифилисы и еще многое другое. А что еще? А еще, друзья мои, постоянные аборты, а еще бесплодие, а еще незаконно рожденные дети, а еще сироты. Благодаря этому дополняются детские дома, а еще появляются беспризорные дети на улицах, а еще происходят убийства на почве ревности, разводы всевозможные, рушатся миллионы семей благодаря этому, уничтожается институт семьи и брака. Люди просто не хотят жениться. Зачем жениться, когда можно делать все, что хочешь? Повсеместно распространяется разврат и безнравственность. Это в масштабах целой страны, друзья мои. Целой страны. Это лишь малая часть последствий отказа от запретов и велений Господа Бога, основанных на Его знании и мудрости. Мы-то с вами лучше знаем, правда? Вот вам последствия. Короче говоря, все, что я хочу сказать, друзья мои, так это то, что наше современное цивилизованное общество, это на самом деле не образец прогресса, современности и развитости, как это принято считать сегодня, а наоборот, пример духовного упадка и регресса, пример ничтожного использования человеческой жизни, человеческого ресурса, пример, друзья мои, того, что бывает с людьми, когда они полностью сдаются во власть своей души, своих страстей и оставляют законы Господа Бога и учения пророков и посланников. Просто в следующий раз, когда вы захотите следовать тому или иному правилу в жизни, вы просто задумайтесь, кто придумал это правило, куда приведет вас следование этому пути. И не лучше ли было бы подчиниться правилам того, кто создал нас? Он, может, лучше знает, что для нас хорошо, а что плохо.